Добрый день. Начинаем контрольные прокаты юниорской сборной команды России по фигурному катанию на коньках, танцы на льду, произвольный танец. Разрешена разминка первой группе участников. На разминке Мария Фефилова, Артем Валов. Привет всем тем замечательным зрителям, которые присоединились к нашей трансляции из учебно-тренировочного центра «Новогорск», где сегодня проходит второй день контрольных прокатов сборной команды России среди юниоров. И совсем скоро юные танцоры представят нам свои произвольные танцы. С вами, как и вчера, я, Максим Троньков, и наш эксперт в самой сложной для разбора нюансов дисциплине София Катюшкина. Привет, София. Всем привет, Максим, привет. Я к вашим услугам рассказывать, что же там такого сложного в наших танцах на льду. У нас сегодня произвольный танец, он чуть длиннее, чем ритм-танец. И также обязательно в правилах тоже прописано, что он должен отличаться по стилю и по ритму от ритм-танца. То есть абсолютно другая история, абсолютно другие ребята и абсолютно другие образы. Но я от себя хочу добавить, что наши юные спортсмены еще только начинают свой такой большой путь в спорте. И чтобы с ними лучше познакомиться, София снимает специальные влоги после каждого проката и после тренировок. И их вы можете увидеть как в телеграм-канале «Фигурное катание» на Первом, так и на сайте Первого канала. И мне кажется, блестяще у Софии это получается. Обязательно всем смотреть. Благодарю. Будем ждать также ваши комментарии, что вы хотите видеть, что, может быть, спросить у ребят, как вам хочется, нашим зрителям. Ведь мы все это делаем именно для вас. Да, обязательно, обязательно. Не просто важно. Ну что ж, вернемся, наверное, к разминке. Сейчас на наших экранах Полина Жарова, Алексей Столяров из Москвы. У них оригинальная музыка.
Разминка закончена. Просьба покинуть зал. Саша, есть что? Выступление произвольного танца открывают Мария Вихелова, Артем Павлов, Московская область. Мария Вихелова, Артем Павлов.
Действительно настоящая либретто. И... А тебе комплимент, тебе можно еще и аудиокниги, наверное, озвучивать, потому что очень убаюкала ты меня этим рассказом. Я действительно задумался, на какой уровень все-таки вывел свое творчество Бенуа, потому что из начинающего хореографа, когда мы только познакомились, теперь это уже настоящий, просто настоящая звезда хореографского цеха, едва ли не самый востребованный хореограф в мире, создавший целую свою систему подготовки спортсменов. И то есть и одиночники со всего мира приезжают к нему, и парники, и танцоры, и все вместе тренируются. И вот, может быть, даже придумывают такие классные элементы, потому что эту поддержку уже не первый сезон ребята делают, и я восторгаюсь просто Артемом. Ну, у него папа тренер как раз парников, и вот и совместное вращение я посмотрел, тоже Да. позиция делают из нашей группы ребята, из группы Этери Тутберидзе и, конечно же, Филиппа Тарасова и Дмитрия Забнина. Вот. И, конечно, это вход в поддержку, это просто что-то с чем-то. Я всегда комплиментарно о ней отзываюсь, потому что это очень сложно, очень эффектно, а самое главное, красиво, как и должно быть в танцах на льду. Еще у нас в этом Для сезоне исполнения произвольного новые танца усложнения, приглашаются о которых Полина расскажу позже. Жарова, Алексей Столяров, Москва. Да, действительно, чуть позже, потому что на льду Полина Жарова и Алексей Столяров, Москва, тренерский штаб Светланы Алексеевой, Лены Кустаровой и Владислава Фомина.
Хочу извиниться за некоторые технические проблемы в начале нашей трансляции и еще раз с вами поздороваться. Привет всем тем замечательным зрителям, которые присоединились к нашей трансляции из учебно-тренировочного центра «Новогорск», где сегодня проходит второй день контрольных прокатов сборной команды России среди юниоров. И совсем скоро, точнее уже на льду, юные танцоры представляют нам свои произвольные танцы. С вами, как и вчера, я, Максим Троньков, и наш эксперт в самой сложной для разбора нюансов дисциплине София Качушкина. София, как тебе эта программа? Мне кажется, очень гармонично и очень классные костюмы. Еще раз всем добрый день, еще раз привет, Максим. Мне очень понравилась эта программа «Произвольный танец ребят». Очень зажигательно, очень энергично. И ранее я обещала рассказать про некие изменения, которые у нас произошли в танцах на льду. А именно это в технической составляющей у нас добавились новые детали. К примеру, во вращении, вот сейчас, я думаю, нам и на экранах это будут показывать, ребята во время того, как исполняли свое вращение танцевальное, партнер поднял партнершу. И раньше так делать было нельзя, а сейчас это считается сложной деталью. Так что вот сейчас мы видим секцию твизлов на наших экранах. В произвольном танце между первым и вторым твизлом можно делать до 4 шагов. Это все также обсуждалось сейчас и на закрытом сборе, на тренировках. Ребята все это знают, очень хорошо подготовлены. Видно, что была проделана большая работа в этом межсезонье. Ну, от тебя могу добавить, как от спортсмена парника и тренера парников, что очень много танцев и парное катание взаимосвязаны между собой. Как раз вот во вращении вот это вот отрыв партнерши, это уже на протяжении нескольких сезонов в парном катании была такая черта сложности. Вот теперь и ребята-танцоры тоже делают этот сложный вращательный элемент. Не просто его делают, а делают его с усложнением. И у нас есть деталь Б, если партнер поднимает партнершу, главное, чтобы было больше 2 оборотов исполнены, но при этом менее 3 секунд. Это считается деталь группы Б, если он на 2 ногах. А если он ее поднимает в сложной позиции, он находится на одной ноге, то эта деталь уже С. Она еще круче, чем Б, поэтому все молодцы, работают. Милана Жабина, Вениамин Башуров, Москва. Тренерский штаб Ирины Жук и Александра Свинина.
Милана Жабина и Вениамин Башуров, прошу прощения, с их произвольным танцем, который тренируются сейчас эти спортсмены в группе Ирины Жук и Александра Свинина. Очень красивая программа под невероятную композицию Тристана и Изольда. История, построенная на переплетении как раз-таки двух голосов, мужского и женского. И самое интересное, что несмотря на то, что они звучат отдельно, при этом и сами спортсмены будто бы словно ищут друг друга, а затем сливаются в эту одну единую мелодию. Да, действительно очень красивая программа, и как красиво ты о ней рассказываешь, можно заслушаться. Но вообще огромное спасибо Ирине Жук и Александру Свинину, что вот они делают эти характерные постановки. Мне кажется, что в юниорах это как раз очень-очень важно, научиться правильно передавать образ. Я очень сам любил катать именно смысловые программы, наполненные какими-то известными образами, и раскрывать их по-своему. И поэтому всегда с огромным удовольствием наблюдаю за такими постановками. Очень приятно видеть спортсменов в разных образах. И мы это можем также отметить, что в ритм-танце у нас один стиль, а в произвольном танце у нас совершенно другой стиль. И, как я говорила ранее, тоже совершенно другие образы. Вот комбинированную поддержку мы сейчас видим на наших экранах. И Милана немножечко ударила своего партнера зачем-то ногой. Но мне кажется, что это его только взбодрило. Ну, так бывает, это же дуэт, и не все всегда, скажем так, тем более в начале сезона, не все всегда может так работать, как часы, поэтому, да, где-то какие-то шероховатости есть, но я, честно говоря, это даже особо и не заметил, потому что был увлечен этой программой, этой постановкой, пытался найти что-то такое интересное для себя. Посмотрите, какая это вот, это хореопоследовательность. Это хореодорожка. Хореодорожка. Да, это хореодорожка сейчас была на наших экранах. И вот хорео-вращательное движение. И в конце очень мне запомнился этот долгий затухающий аккорд, который остается с нами даже когда все уже стихает. Когда все уже случилось. Магия фигурного катания на льду. Сейчас к своему прокату произвольного танца готовятся Полина Тихонова и Матвей Лысов. Выступление в произвольном танце продолжают Полина Тихонова, Матвей Лысов, Московская область. И диктор уже приглашает их на лед. Вместе с ним и я, Полина Тихонова и Матвей Лысов, Московская область. Тренерский штаб Алексея Горшкова. Never wanted to
Полина Тихонова и Матвей Лысов. Их произвольный танец подошел к концу. Да, действительно, яркая постановка, узнаваемая. Самое главное, Максим Ставицкий работал над этой программой. И «Игра престолов», здесь все читаемо. И Матвей неопалимая Лысов. мать драконов и Джон Сноу. Все нам ребята показали. Все продемонстрировали, образы очень хорошо смогли передать, что мы смогли это все прочувствовать и прожить вместе с ними. Да, действительно, довольно сложный образ, наверное, для таких юных ребят, но, тем не менее, я уверен, что в течение сезона будут добавлять уже физической готовности, эта программа будет смотреться легче, быстрее по скорости и заиграет еще и еще лучше. Не будем забывать, что на дворе еще лето, и для зимних видов спорта вообще-то еще, наверное, и рановато. Хотя для меня лето как один день пролетело. Эх, ну, у нас был очень насыщенный сезон предыдущий, очень активная работа в межсезонье, поэтому ребята, как по мне, очень сильно прибавили по сравнению с предыдущим сезоном и смотрятся уже гораздо увереннее, несмотря на то, что они вместе катаются всего лишь 1,5 года, чуть-чуть побольше чуть-чуть, год и 7. При этом видно, как они скатываются, как они становятся полноценным, красивым дуэтом. Очень сложная технически программа, красивые поддержки. И, как ты уже сказал, я думаю, будет еще больше переплетений каких-то, заходов, выходов. Они будут еще интереснее, и это будет еще все смотреться Лучше и лучше. круче. И можно будет сказать, что прям вау. Да, и еще скажу про образы, потому что если столичная девушка Полина, то у нас Матвей из города Киров, поэтому настоящий король севера, ведь Киров у нас на Урале. Так что образы подобраны, я считаю, идеально и Да. прям под ребят. Вообще кировская школа танцев довольно сильная была и в свое время. И вот замечательные тренеры, как раз пара, которая выйдет следующий на этот лед, тоже представляли эту школу. Это Екатерина Рублева и Иван Шефер. И Оксана Домнина, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпионка мира в паре с Максимом Шабалиным. Оксана Домнина тоже воспитанница Кировской школы фигурного катания. Поэтому Вятке большой-большой привет. Продолжайте также ковать таланты на благо нашей сборной. Выступление первой группы завершают Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров. Москва. Ну, а на льду Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров. Москва. Тренерский штаб, как я уже говорил, Ивана Шефера, Екатерины Рублевой и Сергея Плишкина.
Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров. Их очень нежный, при этом очень яркий произвольный танец. И он поставлен под музыку «Интерстеллар». Это пиано-кавер-версия. Ставил программу, кстати, ребятам Максим Ставицкий. И в этом мне помогал Сергей Плишкин. Вот мне лично, у меня по ощущениям, в программу будто бы заложен какой-то образ невесомости и вот этого замедленного рапида и временной петли. Максим, как тебе? Здорово. Я уже говорил в начале трансляции о том, что интерстелларов много не бывает. Действительно классная музыка, завораживающая. И когда катание под стать музыке, можно бесконечно наблюдать за перипетиями на льду. Но хочется также отметить и Макса Ставицкого. Кто не знает, это двукратный чемпион мира в паре с Албеной Денковой. Болгарский фигурист российского происхождения, вот, но тем не менее большой-большой ему привет, и здорово, что он вот сейчас работает с юными спортсменами, не только с танцорами, но и с одиночниками, и с парниками. Очень яркие постановки были в прошлом году, и в этом году ничуть не хуже, не расслабляются вместе с Албеной, делают настоящий шедевр на льду. И, как мы можем заметить, это далеко не первая программа, которую поставил он тут и которая представлена у нас сегодня на наших контрольных прокатах юниорской сборной России по фигурному катанию. Да, у Сергея Плишкина прям конкурент появился хороший, а значит, они что и работают программы в будут тандеме. ярче. Они работают это в с этой тандеме, парой. и это очень красиво выглядит, очень Да, хорошо. да. Поэтому тут я как бы хочу так заступиться и сказать, что когда все в коллективе, когда все классно, вместе, получаются настоящие шедевры. И это мы сегодня можем видеть и на нашем экране. Красивое вращение, которое Интересная исполняет позиция очень. Полина и Глеб. Да, сложная позиция по мальчику, так как нога у нас в положении ласточка. Это будет сложной чертой. В хоре дорожки своей вот такое вот красивое движение выполняют спортсмены. И также движение гидроблендинг можем увидеть на наших экранах. Корпус у нас почти параллельно льду. Вот такой вот яркий финал. Яркий финал первой разминки, потому что совсем скоро на льду появятся дуэты, которые будут представлять свои программы уже в разминке второй. И мы, конечно же, еще много с Софией поговорим с вами о танцах на льду и познакомим с теми ребятами, которые уже совсем скоро выйдут на лед Новогорска. Разрешена разминка второй группе участников. Максим, а я вообще считаю, что о танцах на льду можно говорить бесконечно, потому что это такой вид спорта, в котором С тобой хочется точно. разбираться, постоянно углубляться. И я к вашим услугам все буду рассказывать, разъяснять, показывать на деле, как это происходит. А на льду уже следующая группа участников Следующие 5 наших пар, да. контрольных И прокатов. сейчас мы будем с ними знакомиться. Вот вообще, Максим, расскажи, ты сам катался в Новогорске, сам готовился к множеству турниров именно здесь. И как по твоим ощущениям поменялась атмосфера в Новогорске? Что изменилось? Ну, я думаю, что для таких юных спортсменов, как Таисия Шептальна, Дмитрий Пекин из Московской области, конечно, это арена новая, современная, и они привыкли уже, наверное, выступать здесь не первый раз. А мы начинали на арене старой, где еще играла сборная СССР, готовилась по хоккею к своим турнирам, сборная СССР по фигурному катанию готовилась к своим турнирам, ну и уже потом сборная России. И я в том числе. Это холодный старый каток, советская арена. И когда построили эти две замечательные светлые арены, то стало действительно круто. Кстати, хоккеисты все равно предпочитают тренироваться на арене старой, там у них намоленное место, и приезжают они всегда туда, наша сборная, с удовольствием. Ну, а на льду Анна Билибина и Дмитрий Кашаев. Они ученики Анжелики Крыловой, между прочим, чемпионки мира и серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, и Людмилы Алексеевой, обе они на ваших экранах, две прекрасные представительницы тренерского
цеха в танцах на льду. И Дарья Дрожина, Иван Тельнов сейчас на наших экранах. Москвичи. Москвичи. У них очень интересная постановка в произвольном танце в этом сезоне, потому что они катают танго, но необычное танго, не совсем привычное нам танго. Так что сегодня мы увидим, что же они нам продемонстрируют, и потом поговорим немножко про историю и создания, и саму начинку вот их произвольного танца. Ну и Сергей Плишкин, Екатерина Рублева и Иван Шефер вновь на наших экранах. Внимательно наблюдают за разминкой своих подопечных. В прошлом тоже замечательный дуэт Рублева-Шефер, участники чемпионатов Европы, мира, серии Гран-при. Совсем чуть-чуть им не хватило, чтобы стать участниками Олимпийских игр. Я помню, как вся наша команда очень переживала, что наша такая замечательная пара, с которой мы столько вместе прошли, все-таки не попала на игры в Ванкувер. Едут на первую. Да. Активно спортсмены разминают каждый элемент. И вот Анна Соболева, Матвей Чураков на наших экранах. Это представители Пермского края. Это первый танцевальный дуэт, который у нас из Пермского края выступает на юниорских контрольных прокатах, который вообще входит в сборную нашу национальную юниорскую. Для меня вообще пермские танцы — это какая-то сенсация, потому что парное катание всегда было на высоте. Супруги Тюковы как начали развивать, приехав в Пермь, как только каток построился, вот как раз мы видим Полину Генсон, а рядом стоит Валентина Федоровна Тюкова. Она вообще тренер парного катания, много-много лет культивировала этот вид спорта, и в том числе сейчас Павел Слюсаренко, который что-то невероятное делает со своими парами, огромное количество, все очень техничные. В Перми он тоже в свое время ученик Валентины Тюковой, как и ваш покорный слуга Максим Троньков. Зоя Пестова, Сергей Лагутов. Именно так нужно произносить эту фамилию. Да. Научила меня. Научила я тебя. София, тоже москвичи. Ой-ой-ой, небольшая авария. Слава богу, что ничего не произошло, но в танцах так бывает. Ребята так увлечены своей разминкой, что иногда происходит даже маленькие столкновения. Ну, а на наших экранах Ирина Жук, Александр Свинин. И Анна Шпилевая. Да. Смелее. Такие Анастасия имена Шпилевая. Можно говорить и громче. громко, да. Тоже очень яркий дуэт. В прошлом сезоне здорово выступали. Внимание. Судя по костюмам, наверное, жар птицу будут катать. Все именно так. Как же ты догадался? А потому что у этого тренерского штаба был прекрасный дуэт чемпионов Европы Екатерина... О, какая же Екатерина? Какой позор. Яна Хохлова и Сергей Новицкий. Чемпионы Европы. Призеры чемпионата мира. И у них тоже была очень яркая программа «Жар птицы». И вот сейчас как будто такая реновация. Переродилась она в Зои Пестовой. Очень интересный костюм у ребят. Потом тоже хочу об этом поподробнее поговорить и рассказать, потому что у Зои длинные такие перчатки вместе с платьем, и эти перчатки формируют будто бы клювик. И во время программы вы можете увидеть, что будут некоторые движения, которые она будет делать руками, и они будут выглядеть как у настоящей птицы. Надеюсь, она не заклюет своего партнера. О, будем очень надеяться на такой исход. Тем временем разминка подошла к концу, спортсмены покидают лед, и совсем скоро первая пара второй разминки представит свою произвольную программу. Ждем диктора, кто же ими станет. Мы-то, конечно, уже знаем, что это Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин, представляющие Московскую область, и тренерский штаб Алексея Горшкова.
Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин. Их произвольная программа. Вторая часть — это Вивальди, «Зима». И очень интересная история и у этого произвольного танца, потому что ребята катают не традиционную историю любви, а взаимоотношения между братом и сестрой, между Каем и Гердой. Ну, мне кажется, очень интересно придумали. Так вышли из положения, казалось бы, времена года, Вивальди, но тут Кай и Герда. Очень нравится эта пара. Мне кажется, у них очень такие дуги, очень катучие, глубокие. Да, я это вот отметила и тебе лично тоже сказала. И вчера я это не раз подмечала, потому что очень мне понравился и ритм танец у этого танцевального дуэта, и сегодня их произвольный танец. Насколько глубоко они закладывают ребра, и как это красиво выглядит в их исполнении. Они чем-то даже напомнили в юниорском своем возрасте Мэрил Дэвис и Чарли Вайт, олимпийских чемпионов в Сочи. У нас по истории тут Дмитрия околдовала Снежная Королева, и в его сердце попал осколок льда. Все как и должно быть по нашей сказке. Но Таисия идет за ним сквозь холод и в конечном итоге спасает своего брата. Вы можете заметить, что этот танцевальный дуэт сегодня катается без костюмов. И могу рассказать, почему так оно происходит. Сейчас у нас контрольные прокаты, и несмотря на то, что большинство спортсменов стараются выходить в костюмах, кто-то еще просто не успел их сделать, доделать, или наоборот решил, что хочет оставить такую тайну, интригу, да. Да, затишье, и потом показать все в полной красе. Причем я уверена, что их произвольный танец и также их ритм-танец заиграет новыми красками, когда мы увидим его
еще в костюмах. Действительно, очень характерные роли, и поэтому, наверное, даже прошлогодние костюмы сложно использовать, потому что, ну, действительно, если хотят раскрывать образ Каи и Герды, то здесь должно быть что-то очень интересное. На одном дыхании как будто эта программа пролетела. Надеюсь, что и дальше будет так же, и ребятам следующим тоже будет сопутствовать удача и гладкий лед. Произвольный танец представляют Анна Билибина, Дмитрий Кашаев, Москва. Анна Билибина, Дмитрий Кашаев, Москва. Тренерский штаб Анжелики Крыловой и Людмилы Алексеевой. Анна Билимина и Дмитрий Кашаев и их произвольный танец «Меч король Артура». Такую интересную постановку решили нам показать спортсмены, при этом очень понятную, очень ясную, и Анна Билибина, Дмитрий такие Кашаев. красивые ребята. Да, действительно,
Хотя, на самом деле, богатая история. Мне кажется, каждый здесь может увидеть взаимоотношения героев самых любимых из этой саги. Ведь помимо короля Артура, там же есть и Ланселот, рыцарь Ланселот, как раз Гвиневра, законная супруга короля Артура, и ее любовь к рыцарю Ланселоту вот стали причиной падения Камелота. Но здесь падение не случилось, а случилась просто настоящая сказка на льду. Очень круто и, как мне показалось, на большой скорости. Как будто вчера немножко ребята были зажаты, они выступали последними, и мне так немножко чего-то не хватало в их катании. А сегодня, ну, прям просто классно. И мне в прошлом году очень нравилось их произвольный танец. И в этом сезоне тоже с удовольствием буду наблюдать, а может быть даже и комментировать вместе с Софией еще и еще эту постановку Анжелики Крыловой. Но стоит отметить, что это только начало сезона, и спортсмены вкатываются в свой привычный вот этот соревновательный режим и темп. Поэтому я уверена, что они еще больше поработают над своими программами, хотя мне все понравилось. Мне нравятся и сами ребята, и костюмы, которые очень хорошо передают суть программы. Конечно, какие-то маленькие пока нюансики есть. Вот второй твизл сейчас ребята исполняли в секции твизлов и немножечко там разошлись. При этом это все нарабатывается, и ребята это умеют делать. И я на 100% уверена, что как раз-таки сейчас они еще больше поработают. И эта программа будет радовать наш глаз еще и не раз. Безусловно, потому что посмотрите, какие классные поддержки. Со Аж сложными за голову переходами. Вот вцепилась Анна в Дмитрия. когда за вот так голову коньком Дмитрия. встают партнеру, я не понимаю, как это делают танцоры, потому что мне всегда это было настолько неприятно, настолько как-то больно, что я никогда не использовал это в своих программах в парном катании. Но вот ребята-танцоры очень часто такой эффектный элемент делают. И концовка тоже под стать ребятам красивая. Конечно же, это все отрабатывается, это все нарабатывается. И поначалу кто-то накладывает поролон себе под штаны партнер, чтобы партнерша да? вставала. Да, у нас это прям часто делают, как только учат такого типа поддержки, где надо вставать на бедро или на какую-то другую часть, там на ботинок. Ну, с ботинком немножко попроще, с бедром, конечно, посложнее. И там поролон кладут, и потом его постепенно убирают. И надо прям попасть в определенную точку, чтобы не было больно. Вот это Ну, прям я, кстати, на часто сгибе. видел в раздевалках у партнеров много таких Синяки. порезов, синяков. Да. Все равно, потому что нарабатывая, бывает, что-то идет не так, режут, колют. И все это, конечно, неприятно, но это издержки производства, назовем это так. Это фигурное катание, коньки острые, лед скользкий. Здесь все бывает. Но у наших спортсменов он самый гладкий, самый чистый и самый прекрасный. И именно так. А не у наших. Мы говорим про наших, мы смотрим контрольные прокаты нашей Хорошо юниорской сборной. выкрутилась, да. Кстати, лед уже довольно закатанный ко второй разминке танцевальных дуэтов. А ты когда сама каталась, любила кататься в начале разминки еще на залитом льду или вот уже на таком заснеженном, подсушенном? Конечно, идеально кататься вторыми в разминке, потому что ты в самой разминке как бы смог немножечко все пройти, и программу, и какие-то элементы, потом подышать, передохнуть и выйти полным сил. При этом лед чистый, и нету особо каких-то там порезов, зазубрин и так далее. Вот. Но нашим спортсменам все не помеха, они у нас настоящие профессионалы своего дела, поэтому Им на всё любом равно льду, выступать, да, на любом каким льду стартом. они у нас прекрасны. Дарья Дрожина и Иван Тельнов готовятся к исполнению своего произвольного танца. Как я уже говорила на разминке, очень интересная у них постановка танго, при этом необычная танго. На закрытых контрольных прокатах они уже исполняли его, и сейчас мы его увидим в эфире. Дарья Дрожина, Иван Тельнов, Москва, тренерский штаб Екатерины Рублевой, Ивана Шефера и Сергея Плишкина.
Дарья Дрожина и Иван Тельнов. И их танго в произвольном танце. Очень заряженные ребята, что вчера, что сегодня. И прямо из образа даже на поклоне не выходит Иван. Мне очень нравится, сколько деталей в этом танце. Несмотря на то, что это только начало сезона, как это уже многогранно смотрится. Да, я И, платье разглядывал, потому что очень нетривиальный выбор цвета для танго. Мама Ивана шьет ребятам костюмы. И вчера мне удалось также пообщаться с ними. Они мне раскрыли тайну, что костюм к их ритм-танцу они сшили за 2 дня. Надеюсь, что с этим Да, и костюмом напомним еще раз, таких что экстра если дедлайнов какие-то не было. нюансы интересные, София снимает влоги свои для... Все во влогах уже было. Да. И ребята также Обязательно показывали свой смотрите. костюм, поэтому обязательно, да, переходите, смотрите. И вот обещала я рассказать, что же такого необычного. А необычно то, что обычно необычно, мы привыкли идентифицировать этот дуэт с какими-то очень необычными как раз-таки постановками, где много смысла, хочется додумывать, пересматривать. В этом году ребята, их тренерский штаб, решил немножко отойти от своего уже привычного стиля и сделать просто танго, взрослую программу. Но как же Сергей Сергеевич Плишкин мог поставить просто танго? Конечно, оно все-таки наполнено смыслом, и в этом они решили обратиться к классике, показать, что через видение Сергея Сергеевича танго может обрести и другие краски. Музыка Пиаццоллы, обычно мы узнаем ее в любом танго, она звучит иначе, как раз-таки в переосмыслении братьев Алессандро и Хосе Скарпино. Медленное вступление, которое перетекает в ритмичный бит, но держится все на рояле, без рояля никуда. В каждой ноте нежность, сквозь которую прорастает хореографический степ, дорожка, как раз-таки на наших экранах. И потом ребята завершают свой танец Очень страстной финальной позой. движением, да, когда Дарья смотрит на Выступление Ивана. в произвольном танце продолжают красиво. Анна Соболева и Матвей Чураков, Пермский край. Анна Соболева, Матвей Чураков, Пермский край, тренерский штаб Полина Генсон и Александр Попов, Валентина Федоровна Тюкова.
Анна Соболева и Матвей Чураков. Их произвольный танец, поставленный на музыку современного балета «Тесла». Матвей у нас выступает в роли выдающегося изобретателя, инженера, как раз-таки Николы Теслы. Анна Соболева, Матвей Чураков. И так же быстро, как автомобиль Тесла, пронеслись ребята по льду, просто в невероятном темпе, в невероятной скорости. Ритм танец у них под китайские мотивы. И сейчас они стали резко автомобилем Тесла и пронеслись очень быстро. Анна выступала в роли музы в этом произвольном танце, в роли вдохновения и идеи, которая пришла к гению и ведет его за собой. И как обычно это происходит, вначале эта идея только рождается у ученого, вот видим, как жестом, ребята да. отыгрывают все это в жестах. Затем он начинает уже переосмыслять ее, идти за ней, вот как в дорожке на одной ноге параллельной. Он следовал за своей партнершей, чтобы исполнять этот элемент очень близко и четко. Но все-таки, наконец, путем проб и ошибок гений наш реализует свою идею в жизни. И это для него становится настоящей победой и счастьем. И в финале мы это видим, это все прослеживается. И очень здорово, что ребята ставят полноценную историю. То есть это не просто программа, а это настоящая история. Там Да, есть действительно, сюжетная линия, нетривиальная. развитие, завязка, развязка. Я не помню такого вот образа именно Николы Теслы на льду. Может быть, если кто-то видел такую Ну, вот программу, Анна обязательно Соболева и напишите нам Матвей в комментариях. Чураков нам это все Оригинальные показывают. ребята, да, то есть и в коротком танце такую выбрали нетривиальную тему, и здесь тоже пытаются удивить. Молодцы. Этим они и запоминаются. Ну, эта постановка, как отметил их тренер, о том, что рождаются и реализуются идеи о творческом процессе, который как раз-таки присущ каждому, кто стремится к мечте. И ребята стремятся к своей мечте. Красиво проехали уже 2 своих танца, и ритм, и произвольный танец. Завершают выступление в произвольном танце Зоя Пестова и Сергей Лагутов, Москва. Ну а на льду Зоя Пестова, Сергей Лагутов, Москва. Тренерский штаб Ирины Жук, Александра Свинина. Это последний на сегодня произвольный танец, к сожалению. Но в то же время я уверен, что он будет очень ярким, и мы получим невероятное наслаждение и воспоминания об этом танце останутся с нами долго и долго. И вообще о сегодняшнем дне.
Ух, Зоя Пестова и Сергей Лагутов. Действительно, Очень ждали своего яркий выступления произвольный и танец. дождались, и мы дождались, потому что действительно очень яркий, и как будто ребята такие уже взрослые по сравнению с другими участниками, такие какие-то высокие, статные, на огромной скорости, все жесты выверенные, хотя вроде бы и август месяц, ну прям классное И впечатление. очень зрелое катание у спортсменов. То есть ребята прям уверенно выполняют каждый шаг, каждое движение, очень все параллельно, вместе, выверено. Такая хорошая точка сегодняшнего дня, сегодняшних выступлений наших юниоров-танцоров. Действительно, с хорошим настроением мы, наверное, с Софией покинем сегодня Новогорск, потому что нам действительно понравилось Очень не только понравилось. комментировать вместе, но и наблюдать за нашими молодыми восходящими звездами в танцах на льду, правда? Правда, это правда. Очень сильная у нас юниорская сборная. Очень много работы было проделано и в межсезонье. Очень сложные и креативные у всех программы. И вот на что я обращала внимание ранее, на очень красивый костюм Зои, прям как у настоящей жар-птицы. Вот эти руки, как она все красиво делает, кончики пальцев, все она выпрямляет, отыгрывает головой, глазами. Ну и Сергей, конечно же, рядом, ее надежная опора, ее партнер. Параллельно была исполнена секция твизлов. И вот поддержка очень красиво по музыкальным акцентам все сделали спортсмены. И очень красиво все поставили им их тренеры. Комбинированная поддержка на наших экранах. Да, действительно классная Сложный программа. выход. Ну, а прежде чем, наверное, с вами мы будем прощаться, хочется напомнить, что через неделю, 12-13 августа, здесь же, в Новогорске, состоятся контрольные прокаты уже спортивных пар. Поэтому обязательно смотрите наши трансляции и слушайте комментарии. Там тоже будут сюрпризы в комментаторском цехе, изменения. Поэтому следите за новостями и наслаждайтесь уже теперь катанием парным 12-13 августа. Ну а мы с Софией с вами прощаемся. Нам было действительно классно вместе с вами смотреть за танцами на льду. Спасибо большое. Спасибо вам большое. До новых Хорошего дня. встреч.